Все началось с того, что однажды я провалила собеседование в крупной международной компании, куда давно мечтала попасть. И единственной причиной провала был недостаточный уровень английского языка. Если вы сейчас смотрите это видео, наверняка и в вашей жизни случались ситуации, когда вы хотели уехать учиться за границу, перейти на международный фриланс, познакомиться с иностранцем, посмотреть любимый фильм в оригинале, но английский был тому преградой. В этом видео я хочу поделиться с вами приемами, которые использовала лично я и до сих пор ими пользуюсь для поддержания высокого уровня иностранного языка. Первое и самое главное, что вам нужно сделать, это зафиксировать свою цель, ради которой вы хотите учить английский. Она должна быть очень личная, смелая и вызывающая в вас трепет. Именно цель поможет вам не сдаться и дойти до победного конца. Если, к примеру, вы мечтаете учиться в Оксфорде, представьте себе, как вы стоите в мантии выпускника, гордо держа диплом в руках. Или представьте себе ключи от новенькой машины, которые вы купили на средства, заработанные на Upwork. Да все что угодно, лишь бы ваша цель вызывала в вас бурю эмоций. Изучение иностранного языка схоже с вождением автомобиля. Вы не можете просто сесть за руль и начать езду, если раньше этого никогда не делали. Здесь нужна каждодневная практика и еще раз практика, чтобы со временем вы заговорили как носитель. Нельзя целый год прогуливать занятия в университете и в ночь перед экзаменом выучить всю программу, при этом сдать экзамен на отлично. Важно сделать изучение английского языка вашим образом жизни или неотъемлемой частью любимого хобби. Не спешите говорить, что на это у вас нет времени. Скорее всего, у вас пока еще нет той страстной цели, ради которой не учить английский вы просто не можете. Или, быть может, изучение языков у вас ассоциируется исключительно со школьной партой, учебниками по грамматике и знаменитым заучиванием текстов типа «London is the capital of Great Britain». На самом деле изучение иностранного языка можно и нужно обратить в увлекательный процесс, встраивая его с разных сторон в вашу русскоязычную жизнь. Попробуйте начать с приложений, где в игровой форме вы учите новые слова, вместо того, чтобы часами скроллить ленту в Инстаграме. А еще с помощью тех же приложений можно заводить интересные знакомства с иностранцами. Вы помогаете им учить русский, а они, в свою очередь, с радостью практикуют с вами английский. Я сама этим способом пользовалась, и сегодня, помимо продвинутого английского, у меня еще есть онлайн-друзья в Мексике, Америке, Турции, Египте и Индии. Но обо всем по порядку. Когда у меня был базовый уровень английского языка, я активно увлекалась таким сервисом, как Lingvaleo. У них есть как мобильная, так и компьютерная версия. Здесь есть базовые упражнения по грамматике, тренажеры для запоминания слов, чтение текстов, аудирование и даже просмотр сериалов и фильмов с возможностью сразу пополнить словарь и практиковать новые слова. Попробуйте, и бесконечные пробки на дорогах, длинные очереди станут короче, а ваш словарный запас немножечко шире. Интересная история у меня сложилась с приложением HelloTalk. Именно благодаря этому приложению я наконец смогла заговорить с иностранцем на английском. Один из них, кстати, впоследствии даже стал моим клиентом, а с другими мы тесно общаемся на английском, заметьте, до сих пор. Вот вам, пожалуйста, и каждодневная разговорная практика. Уезжать за границу мне никуда не понадобилось, посещать скучные лекции также. Момент живого общения очень важен, и если вы хотите заговорить на английском, тогда вам нужно практиковать именно разговорную речь, а не письменные упражнения или чтение книжек.
Найдите, так же как и я, себе друга на HelloTalk или другом подобном сервисе. Станьте для него интересным собеседником и практикуйте живую разговорную речь, и вы увидите, как со временем у вас появится понимание и уверенность, что наконец-то вы можете справиться с любой беседой. Следующий неиссякаемый источник совершенно бесплатный, великий, могучий YouTube. Начинать можно с русскоязычных блогеров, ведущих свои каналы на английском или про английский. Их произношение обычно немножечко медленнее, четче и легче воспринимается нами на слух. Мои фавориты — это Мария Батхан, училка английского. У нее просто огненное чувство юмора. Я не знаю, как она это делает, но настроение вам поднимет однозначно. Don't worry, be happy. Это те песни, которые я знаю. Идем дальше, Билли Айлиш. English with Lucy. Обожаю эту девушку. Ее британский акцент и насыщенные всякими полезностями видео не оставят вас равнодушными. I'm bored to death. Or I'm bored to tears. I could cry, I'm so bored. Or I could die, I'm so bored. I love these. They're so dramatic. Марина Могилка, основатель LingvaTrip и предприниматель в Силиконовой долине. У нее есть несколько каналов, и я вам рекомендую именно тот, что на английском. Learn English with Emma. Наверное, это был самый первый канал, который я начала слушать на английском. И, к моему удивлению, я понимала даже больше, чем сама того ожидала. Все ссылочки ищите внизу под описанием к этому видео. И не забывайте благодарить своих любимых блогеров лайками и комментариями. Лично я всегда так делаю, еще даже до того, как я досмотрю их видео до конца. Ведь благодаря их видео мы получаем новые знания или хорошее настроение. А чаще всего и то, и другое. Иначе бы зачем нам смотреть их канал, ведь правда? А еще у меня к вам просьба. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях вашими любимыми блогами на YouTube, которые вы смотрите постоянно, неважно на каком они языке. Наверняка ваши рекомендации будут также полезны и интересны для меня, а также для других таких же зрителей, как и вы. Итак, пишите свои фавориты в комментариях и там же ищите для себя что-то новое. Помимо каналов про английский, ищите каналы по вашим интересам. Может быть, вам нравится рыбалка, путешествия, мода? Найдите каналы на ваши любимые темы на английском, подпишитесь на них и обязательно включайте колокольчики, чтобы вы были оповещены о выходе новых видео. И не пропускайте их. Слушайте английскую речь постоянно, даже если пока еще вы слабо чего понимаете на слух. Для тех из вас, кто любит рассуждать на темы искусства, дизайна, политики, культуры, бизнеса, глобальных проблем, технологий, развлечений и так далее, отлично подойдет TED-конференции. На этой площадке вы найдете тысячи публичных выступлений талантливых и известных людей. К примеру, Билл Клинтон, Илон Маск, Рэй Далио, Билл Гейтс, Джефф Безос и так далее. Что мне нравится, здесь можно включить субтитры, причем на разных языках. Так, к примеру, если вы пока еще слабо воспринимаете на слух, можно слушать на английском, а читать титры на русском. Еще транскрипт, который идет к большинству видео, он интерактивный. Вы можете кликнуть и прослушать любую фразу несколько раз. А потом повторять ее, тем самым тренируя свое воспроизношение. You get about 20% efficiency. Приложение TED можно скачать на телефон и слушать выступления по дороге на работу, на беговой дорожке или на прогулке, тем самым погружая себя в английский язык в любой удобный момент. Классикой жанра среди изучающих английский заслуженно можно назвать сериал «Друзья». Если вы впервые про такой слышите, то обязательно посмотрите его на ближайших выходных. В зависимости от вашего уровня английского вы можете смотреть сериал с субтитрами или без, а также находить источники с двойными субтитрами. Это когда на экране сразу появляются титры на двух языках.
Сериалы или фильмы на английском – это отличный инструмент для тех, кто любит проводить свой отдых с пользой. И напоследок, с чего можно начать прямо сейчас, это поменяйте интерфейс ваших гаджетов на английский. Телефон, планшет, лаптоп. Вы и так прекрасно знаете, где что находится в вашем телефоне, и можете сделать все на ощупь. Ведь так? А поменяв язык на английский, вы просто в фоновом режиме постепенно начнете привыкать к английским словам и выучите не один десяток, а то и сотню новых слов. Да, я знаю, первое время вас это будет напрягать, когда вы не сможете найти что-то в своем телефоне. Я и сама, прежде чем окончательно перейти на английский, пару раз переключалась на русский и обратно. Но со временем это пройдет, обещаю. Вы привыкнете, вам станет все понятно, и вы с гордостью сможете сказать: «Да, я это сделал». Ну что, на этом я с вами прощаюсь. Если вам было интересно и познавательно, жду ваши лайки, комментарии и подписки. Помните, что ваша активность на канале очень и очень важна. Тем самым именно вы способствуете росту канала и вдохновляете меня на создание новых, полезных и информативных видео для вас. Всем вам желаю стремительного прогресса в английском и до новых скорых встреч!